Рано или поздно каждый пловец, бегун, либо велосипедист задается вопросом: а, а кто я вообще? Где я выступаю лучше? На коротких дистанциях, на длинных, на промежуточных? От чего это вообще зависит? От чего зависят наши результаты на тех или иных дистанциях и откуда вообще возникла эта предрасположенность? То, что некоторые говорят, что ты прирожденный спринтер, либо ты прирожденный стайер. Об этом поговорим в сегодняшнем видео. С вас лайки и подписка для алгоритма YouTube. С меня новая полезная информация. За все в ответе наши мышечные волокна, которые мы разделяем, соответственно, на медленного типа, это первого типа, и на быстро сокращающиеся волокна второго типа. Всего следует знать 3 типа мышечной мускулатуры. Здесь мы не берем в расчет сердечную мускулатуру и мускулатуру наших органов. Медленно сокращающиеся волокна первого типа, быстро сокращающиеся волокна второго типа и очень быстро сокращающиеся волокна типа 2Х. Каждый из этих типов мускулатуры имеет свои положительные и отрицательные стороны, различные характеристики, различные энергосистемы, которые они используют. А главное различие в том, насколько быстро либо медленно они сокращаются, то есть скорость сокращения мышечного волокна. На биохимическом уровне лежит различие в активности АТФазы. Так как часто возникает один и тот же вопрос, я поясню. Ссылочка внизу, которая возникает в видео с пометкой PubMed, означает ссылку на статью, из которой я использую информацию. То есть вначале идет имя автора статьи, далее идет название статьи, далее идет название журнала, а также год выпуска. Это значит то, что я для вас нашел информацию, прочитал, перевел ее и использовал в видео. Пользуйтесь на здоровье. Данный фермент расщепляет АТФ для получения энергии. Если пропустил, откуда берется энергия, посмотри мое предыдущее видео об этом, я все разъяснил там. Чем более активен данный фермент, тем больше единиц АТФ расходуются за одну единицу времени, то есть атлет может выполнить более интенсивную работу. Самая низкая активность АТФазы наблюдается в мышцах первого типа, то есть те, которые ответственны за низкоинтенсивную работу. Эти мышечные волокна сокращаются очень медленно и ответственны за нашу выносливость. Данный тип мускулатуры имеет максимальную плотность кровеносных сосудов, капилляров, а также максимальное количество митохондрий, заводов, продуцентов нашей энергии, того самого АТФ. Все эти характеристики способствуют максимальному окислению жиров и углеводов и превращению их в энергию, как мы уже разобрали в предыдущем видео. И чем больше у тебя этих волокон, и чем сильнее они развиты, тем более устойчив ты к усталости в продолжительном времени аэробной нагрузки. Именно эти волокна отражают наше максимальное потребление кислорода, ответственные за максимальную нагрузку на ПАНО, на 5-минутном тесте, а также на всех сверх-ультрадистанциях. Перейдем к следующему типу волокон, тип 2А. Так как эти мышцы могут быстрее сокращаться, также имеют более активную АТФазу, они могут производить на единицу времени больше энергии. Эти волокна также используют нашу аэробную систему энергообеспечения, однако преимущественно гликолитическую, то есть основной субстрат является глюкоза, а не жиры. Кроме того, при необходимости данный тип волокон может хорошо перерабатывать лактат в энергию. Следует понимать то, что тип 2 включается наряду с типом 1 мышечных волокон, и работают они совместно, когда, например, у организма возникает большая потребность в энергии, то есть в АТФ, и мышцы первого и второго типа работают параллельно. То есть все те моменты, когда вы, например, пытаетесь побить ком в страве, либо обогнать бабулю на плавательной дорожке в бассейне, или обогнать кого-то на последнем километре на вашем воскресном паркране. В данном типе мышечных волокон также преобладает большое количество митохондрий, которые, однако, имеют больше ферментов для гликолитического энергообмена. И, наконец, тип 2Х. Они ответственны для высокоинтенсивной нагрузки либо молниеносного движения. Данный тип мышечных волокон уже работает анаэробно, то есть использует лактат для производства энергии, либо АТФ, креатинфосфатную систему энергообеспечения.
Так как они сокращаются очень быстро, то и устают они очень быстро. Данный тип волокон мы задействуем при 100-метровке, либо на финишном спринте в велоспорте, либо в плавании на коротких дистанциях. Большой недостаток данных волокон в том, что мы не можем их использовать сразу, опять же, напрямую после какого-либо спринта, то есть им требуется время для перезагрузки, в отличие от других волокон. Как мы можем видеть на графике, чем выше интенсивность нагрузки на оси X, тем меньше вклад мышечных волокон первого типа в производство энергии, в конечном итоге вообще выходя на плато. Также стоит обратить внимание, что тип 2А включается уже при нагрузке на уровне нашего первого, то есть аэробного порога. Так что ж с вопросом, буду ли я спринтером мирового класса и могу ли я повлиять на это при помощи тренировочного процесса? К сожалению, процентное соотношение заложено в нас генетически. Например, атлет на выносливость имеет 75% мышц первого типа, так как спринтер будет иметь только 30% из них. Несмотря на все тренировки, атлет на выносливость никогда не сможет состязаться с лучшими спринтерами. И, кстати, из спринтеров сделать атлета на выносливость более легче, чем из атлета на выносливость сделать подходящего для спринта. Однако мы можем путем специфических тренировок просто сдвигать соотношение между типами мышечных волокон, а именно за счет мышц второго А типа, превращая их либо в более медленные волокна первого типа, либо превращая и сдвигая их метаболизм в сторону спринтерских волокон. Именно поэтому очень важно знать ваши тренировочные зоны, готовиться к определенному заданному мероприятию и подстраивать тренировочный план под него соответственно. Тут мне нравится очень английская поговорка horses for courses, то есть лошади для забегов. Поэтому я готовлю индивидуально каждого из моих атлетов под грядущую гонку, учитывая ее длительность и рельеф трассы, а не гонка и ее рельеф, ее продолжительность созданы для каждого из атлетов. Учтите это. На этом все сегодня. Спасибо за внимание.